Хау, я Игорь. У нас сегодня ролик, в котором будет 3 посылки с Алиэкспресс. И одна посылка, по-моему, вот эта. В ней находится товар, который меня попросил заказать и показать вам один из моих подписчиков. Где-нибудь вот тут будет комментарий этот. Я, конечно же, нашел то, что он просил. И сейчас мы посмотрим. Подписчик мой, Вячеслав, который любит оставлять много комментариев под моими роликами, за это ему большой-большой респект, сказал, что сколько не искал на ютубе, очень мало роликов по тематическим кружкам с Алиэкспресс. А в частности, Игра престолов. Сериал Игра престолов. Так что я нашел тематическую кружку с Алиэкспресс по теме Игра престолов. И это даже не кружка. Сейчас мы с вами это посмотрим. И я трясу. Возможно, там есть что-то еще внутри. Так как иногда Алиэкспресс комбинирует несколько посылок и отправляет вместе в кучки. И если там, судя по трясущемуся звуку, лапша быстрого приготовления, то мы сегодня с вами попробуем эту лапшу быстрого приготовления. Посмотрим эту кружку. А чтобы кружка наша не пустовала, у нас есть такая вот посылка, в которой находится напиток с Алиэкспресс. Но если вот в этой посылочке больше ничего нет, кроме кружечки, я приготовил еще вот такую вот маленькую посылочку. Здесь у нас вкусняшка с Алиэкспресс. И если там ничего нет, то мы сегодня ее попробуем. А если там есть лапша быстрого приготовления, то мы оставим ее на какой-нибудь другой ролик. Так что давайте, наверное, откроем сначала напиток. Пускай Вячеслав подольше посмотрит ролик. Так, давайте смотрите, на холодильнике лежала холодная. Сейчас классный, холодный напиток. О, она чуть-чуть развалилась. Смотрите, короче. Не доехала. Либо я еще открывал, так сломал. Вот она. Была пробка. Такая вот. И вот упаковка. Это у нас напиток со вкусом арбуза. Даже газированный. Кто любит тиктоки, когда-нибудь видел, то вот тут внутри есть шарик. Короче, и как я понял, вот этой фигней надо было этот шарик выдавливать. Но она, к сожалению, сломалась. Так что надо будет выдавить этот шарик и попробовать этот лимонад. Но это мы с вами оставим на попозже. И вот эту ерундушечку тоже оставим. Попробуем ей выдавить. Уберем это в сторону. Ну и давайте переходить к самому интересному для Вячеслава. О, это все как хорошо упаковано. Цены на товары здесь будут летать. Ссылочки в описании. Так что можете перейти. Кстати, не только по Игре престолов у этого продавца есть кружки. Ну а здесь, в частности, не просто кружка, а кубок. Кубок по тематике Игра престолов, а именно кубок Железного трона. Там также есть разнообразные кубки разнообразных семей из Игры престолов, Ланнистеров. Да, по-моему, там все семьи из Игры престолов и все кубки из Игры престолов. Смотрите, сколько много упаковочек. И еще все в пенопласт. Уже красиво там вижу все. Не терпится? А я тоже. Вот так вот. Убираем. Сейчас немножко пенопласт этот весь смету. Я ошибся. Больше здесь ничего, кроме этого кубка, нету. И вот, смотрите. Какой шикарный кубок. Не знаю, из чего он выполнен. Но это
то ли пластик такой хороший. Но основа явно металл. И внутри, как вы видите, нержавеющая сталь. Смотрите, какая красота. Вот он, железный трон, который по сериалу был выполнен из оружия, да, из мечей. Сам кубок держат 2 дракона или змея. Скорее всего, 2 дракона, так как в Игре Престолов драконы. Так что вот такой кубок. И не знаю, смотрите, так должно быть, по сути. Ну, что он, видите, как-то криво стоит. Или это, ну, именно к тому склоняется. Опс. К сожалению, качество нас чуть-чуть подвело. Хотел попробовать выпрямить. Какая печалька. И он лопнул. Обидно, досадно. К сожалению, сегодня мы не сможем. Хотя, сейчас попробую. У меня есть супер клей. Цианита-крилатный. И мы сейчас попробуем поправить кубок. Ну вот, короче, тут намазывал цианокрилатным клеем. Будем надеяться, оживет. Жалко. Прикольный кубок. Мои кривые ручки, которые растут у меня из жопки. И так как не было в кубке у нас никаких лапшичек, что там тряслось, так я не знаю. Мы посмотрим, что у нас находится в третьей посылочке, которая вот такая вот махонькая. Но по трек номеру это какая-то вкусняшка. Я знаю, какая по трек номеру-то, но почему такой маленький пакетик? Неужели ее так мало? Всегда же обычно по 20-30 штук всяких разных. Ну, а в этот раз упаковано все в пупырочку. Вот такие вот закусочки с Алиэкспресс. И давайте смотреть. Здесь у нас рыбеха синяя махает нам рукой. 31 градус. 31 градус. Это градус наклона закуски или температура ее закуски. Не пойму. Давайте переводить и смотреть. Перевод с китайского. Наводим камеру. Корея. Творог из фасоли. Стоп. Творог из фасоли. А здесь что у нас? Сеть морских. Очень мелко написано. Маршрутов. Шень. Какой-то там. И продукты быстрого приготовления с химусом. Кто такой химус? Давайте попробуем еще. Высокий уровень рыбных бобов. Глубоководная карта. Готовые к употреблению. Стоп. А что здесь у нас мелким шрифтом? Ничего понятного. Короче, переводчик переводит это как творог рыбный. Что-то подобное. А все непрозрачные. Вот такие вот снеки страшные, конечно, на вид. Давайте смотреть, что находится в синей. Ничего не переводит. Может, я вверх ногами держу? Ну, конечно. Не хочет. А что находится здесь? Почему-то вот на центральной упаковке, центральное название он не хочет переводить. Короче, уях. Будем догадываться по вкусу, что у нас здесь находится. Итак, проверим наш кубок. Еще чуть-чуть ему нужно постоять, наверное. Еще я тут добавил чуть-чуть цианокрилатного клея на верочку. И сейчас, пока мы будем пробовать эти рыбные закуски, ну, как раз постоит, и мы с вами попробуем напиток. Вот у меня тарелочка есть. Давайте вываливать, смотреть.
Пахнет. Не отвратительно, но вообще непонятно как-то. Давайте разделим. Оно вообще разделяется? Да. И все. Давайте пробовать. В масле, что ли? По консистенции не пойму, смотрите. Что это вообще? В разрезе. Тоже. На вкус тоже не пойму. Но он не противно. То есть есть можно. Не острая, не соленая. Мне кажется, просто соя без вкуса. Какой-то привкус есть, но вкуса явного никакого. Ни рыбы, ни творога, ни молочных продуктов, ни мяса. Короче, какая-то соевая непонятная штука. Давайте пробовать вторую. Эту больше проглотить. Все, вроде прожевал, проглотил. Какая-то неприятная. Смотрите. Тут у нас, ну как было описано, там типа творожная масса, рыба, морепродукты. Давайте нюхать. Фу. Пахнет как мои носки вообще. Отвратительно. Хотя вот сейчас, может, это как духи надо вот так развеять, чтобы острота запаха прибавилась. Нежность. Сейчас пахнет рыбёха. Давайте рискнем и попробуем. Да, привкус рыбы. Но на сою это уже не похоже. Мягче, чем та. Может, действительно так творог они готовят? Творогом не отдают никак. Не очень. То есть, ну, не так, чтобы противно, но не очень. Какая-то непонятная консистенция. Чем-то напоминает плохую колбасу со вкусом рыбы. Фу. Ужасное сочетание. Фу. Ну и давайте смотреть. Держится. Цианокрилатный клей. Рекомендую иметь дома. Итак, вот такой вот шикарный кубок из Игры престолов. Видите, теперь немножко скола есть. Ну, почти незаметно. Два дракона, у которого немножко нос отломился у одного. Ссылка на него в описании. Цена вот сейчас выскочит здесь. Там дофига разных кубков из разных игр, сериалов. Даже вот по Игре престолов, говорю же, там, то есть Ланнистеры, есть Старки. Честно, уже сейчас на память не помню, не вспомню. Я не такой сильный любитель Игры престолов, но я смотрел их. Сейчас не помню названия всех семей. Ланнистеры и Старки помню. Но там разнообразные вот этот, которые были моряками, да, семья. Даже их кубок есть. Ну и просто по, как вот здесь, допустим, да, кубок Железного трона. И в этот кубок мы сейчас нальем вот такой вот шикарный лимонадик. Это сейчас будет эпично.
как я его буду открывать. Не знаю, получится у меня это или нет при помощи этой пипки, так как она отломилась. Фух, погнали. Получилось. Правда, я обрызгался весь. А теперь как достать эту пипку? Она же, по сути, не должна была так провалиться. Придется ее туда тоже пропихнуть. Все. Итак, ну смотрите, если не считая этой пипки, да? Шарик. А шарик где у нас? А шарик вот он у нас, видите? Он туда на дно не провалился за счет вот этих штучек. Но он сам выполнен, видать, из стекла, и поэтому он тонет. Тонет. И давайте перельем это все дело в наш кубок. И попробуем. Так, кстати, цена вот здесь сейчас выскочит на этот лимонад. Ссылка в описании, если кому-то интересно. Не помню точно, есть ли там еще какие-нибудь вкусы, помимо арбузного. Итак, я почувствую себя королем железного трона, властителем всего. Давайте пробовать. Но он не сильно газированный. И прям не такой, что прям супер-супер сладкий. Нежный. Привкус арбуза. Прям такой нежный привкус арбуза. И нежная сладость. Не очень жесткая. И средний газированный, прям не такой жесткий, допустим, там как Пепси, Кока-Кола. Приятный на вкус. Прикольный. Прикольный лимонадик. Ну, а самое главное, помните, что не вот эти вещи, особенно не кубок железного трона, красит человека, а то, что у него внутри. Чао! Все ссылки на товары и на мои соцсети в описании. Спасибо всем, кто подписывается, оставляет комментарии и ставит лайки.